Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Logitech выпустил новую веб-камеру StreamCam, ориентированную на стримеров. Эта камера стоит дороже, чем Logitech C920. В этом видео мы рассмотрим новую камеру StreamCam, протестируем ее в различных режимах освещенности и сравним с уже старой C920. Последняя ориентирована на начинающих стримеров и уже выпускается целые 8 лет. Посмотрев это видео, вы определитесь, подойдет ли вам эта камера или нет. Веб-камера поставляется в темной коробке средних размеров. В комплект поставки входит держатель для крепления камеры на штативе. Сама камера довольно-таки увесистая. Имеет стандартное крепление от фирмы Logitech, такой же, как у C920. Камера хорошо держится на мониторе благодаря прорезиненным накладкам. Можно двигать в любом из направлений. Влево-вправо она поворачивается на 45 градусов в одну сторону и 45 градусов в другую сторону. Переднюю панель разработчики решили оформить серой тканью с приятной текстурой. В камеру встроен светодиод, который располагается справа и информирует нас о том, что эта камера активирована. Внизу расположен логотип. В камеру встроены два всенаправленных микрофона, работающих в режиме двойного моно или стерео. Присутствует система шумоподавления. Сразу после распаковки новой камеры первое, что бросается в глаза, это ее размеры. Камера StreamCam стала больше, чем C920, как по высоте, так и по длине. Стоит отметить, чем больше камера, тем больше сенсор и больше апертура. В результате камера снимает более качественное видео. Максимально поддерживаемое разрешение 1920 на 1080 с частотой кадров 60 кадров в секунду. Присутствует автофокусировка, фокусировка на лицах по технологии Logitech Capture, а также фокусное расстояние 3,7 мм. Поле обзора 78 градусов по диагонали. Впервые я вижу камеру, у которой используется разъем USB Type-C 3.1 первого поколения. Длина кабеля составляет 1,5 метра. На самом деле, мне кажется, компания Logitech делает прицел на будущее, используя разъем USB Type-C. Скорее всего, в ближайшем будущем разъемы USB-A будут заменены на USB Type-C. Но в настоящее время, к сожалению, не у всех пользователей есть такие порты с USB Type-C 3.1 первого поколения разъемы на материнской плате и ноутбуке. Поэтому перед тем, как купить такую камеру, необходимо подумать о переходнике. Ссылки в описании. Давайте сравним две камеры от фирмы Logitech StreamCam и C920. Камеры установлены максимально близко друг к другу, со стандартными настройками. Итак, слева у нас находится C920, справа StreamCam. Обе камеры имеют почти одинаковые углы обзора. У C920 он составляет 77 градусов, у StreamCam 78 градусов. У C920 картинка немного подрезанная. Обе камеры неточно передают цвета. Подстроить это можно в программе Logitech Capture. Мне кажется, что картинка у StreamCam по сравнению с C920 более детализированная, с минимумом шума в темных местах. Автофокус тоже немного лучше, и картинка меньше размывается при движениях.
Если использовать камеры в полноэкранном режиме, то различия легко разглядеть. В режиме стриминга игр, как используют камеры большинство стримеров, отличия минимальны, но разница в цене этих камер ощутима. У Logitech C920 настройка осуществляется в программе, и поэтому после нескольких циклов перезагрузки ПК иногда происходит сбой настроек. У StreamCam ситуация же другая. После большого количества циклов перезагрузки сброса настроек не происходит. Я могу предположить, что они записываются в камеру. Предназначена ли камера для стримеров? Маркетинговый ход компании заключается в том, что фирма рекламирует все особенности этой камеры, позиционируя ее как камеру для стримеров, но на самом деле у нее нет ничего общего с этим. Портретное видео для стримеров – это сомнительный вопрос. А вот нужно ли оно или нет? Как правило, все снимаемые видео пейзажные, в более распространенном соотношении сторон 16 к 9. Где можно использовать портретный режим? Скорее всего, он будет востребован для Инстаграма и ТикТока, для записи видео, но не для прямых трансляций. Присутствует стабилизация видео, которая менее важна, так как камера устанавливается либо на монитор, либо на штатив. Эта функция даже бесполезна и является маркетинговым ходом компании. В камере имеется стереомикрофон, который плохо подходит для стримов. Если вы планируете вести стримы, то вам нужно будет прикупить отдельный, более качественный микрофон. На самом деле, лучше доплатить и приобрести Logitech Brio. Идеальное предназначение камеры StreamCam для осуществления видеозвонков по Skype. И в заключение давайте дадим ответ, стоит ли эта камера своих денег. На самом деле нет. Если у вас скромный бюджет и вы начинающий блогер, то камера C920 на сегодняшнее время остается лучшим продуктом, который стоит брать. У C920 тоже есть свои проблемы. Например, при сохранении настроек они сбрасываются при нескольких циклах перезагрузки компьютера. Если же вы не хотите с этим возиться, то идеальным для вас будет камера Logitech StreamCam. Это просто хорошая камера для видеозвонков и не более. Как всегда, большое спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылочки в описании. Всем пока!